Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Кость Бондаренко на связи, как всегда, по средам прямой эфир у нас. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Новостей хоть просто, не знаю, пруд пруди. Огромное количество. Можно жевать всеми частями тела и обжевывать и пережевывать. Тем более, что этим с удовольствием занимаются многие. Но я сегодня предлагаю вам, уважаемые зрители, ну и нам с Константином Петровичем немножко в суть заглянуть происходящего. Столько обмана, слушайте, столько вот такого передергивания, манипуляций. Вопросы свои, как всегда, оставляйте непосредственно в клубе зрителей Шелеста, в сообществе YouTube, в чате трансляции. Конечно, QR-код, если есть возможности, работает у вас этот сервис и канал, поддержите на экран, вы видите. Вроде как должно все работать, но опять-таки сейчас такое время, поди разбери, что работает, что нет. Ну и, конечно же, естественно, да, вот начнем наш сегодняшний разговор с опроса сегодняшнего эфира, но перед этим скажу, что Константин Петрович и курсы готовит, и книги пишет, и все новости об этом можно узнать на его телеграм-канале, ссылка в описании, как всегда, а также подписывайтесь на YouTube-канал Костя Бондаренко, потому что в формате вопрос-ответ у него больше времени именно на этот формат уходит на его канале, поэтому, так сказать, в любом случае, даже по средам, это вот малая толика того, что вот какие-то вопросы можно задать непосредственно Константину Петровичу. Опрос сегодняшнего эфира такой. Кто больше пребывает в заблуждении? Кто заблуждается больше? Трамп, Путин, Зеленский или каждый по-своему? Что меня натолкнуло на такой вопрос? Вы знаете, такое ощущение, что все в каких-то параллельных реальностях. Вот у Зеленского своя параллельная реальность. Трамп это вообще, как бы у него на протяжении суток может меняться. Путин тоже последовательно действует, но в его какой-то логике. И вместе с ним российская машина. Вот одна сегодняшняя ситуация, когда Минобороны Российской Федерации выкатила список адресов, где, по их мнению, ну там сложно проверить, но они считают, что там собираются дроны для украинской армии, поэтому, мол, такой толстый намек на тонкие обстоятельства. Когда-нибудь эти три линии в контексте трехстороннего урегулирования в Украине имеют шансы сойтись? Когда-то точно сойдутся. Когда-то. Тут вопрос, что все мы заинтересованы в том, чтобы эти линии максимально быстро сошлись и приняли максимально надежное решение, которое бы обеспечили стабильный мир. Но наверное, не при нашей жизни, извините, пожалуйста. Я выступаю Ого, очень часто как пессимист. ого, Константин Петрович. Нет. Вы знаете, вот совсем недавно общался со своим американским коллегой, я часто с ним общаюсь, и он как-то так сказал, говорит, вот ваши украинские политики, которые приезжают в Вашингтон, или с которыми общаются там американские дипломаты, они делятся на два лагеря. Первый лагерь говорит о том, что мы должны воевать. Война, 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 еще год, два, три, 10 мы готовы воевать, сколько надо, будем воевать. Это одна часть. Вторая часть – это те, которые говорят, хорошо, мы согласны на мир, но с условием, что через 5-6 лет должны возобновить войну. Вот. То есть два типа. А третьих нет? В том-то и дело. Есть третий, но третий – это, условно говоря, там, кто-то в вынужденной эмиграции, как там Вадим Новинский или Артем Дмитрук, кто-то в тюрьме, как Евгений Шевченко или Александр Дубинский и так далее. Но понятное дело, что с ними как раз американцы меньше всего ведут диалог. Вот. Я имею в виду тех, которые сегодня в Киеве, которые в Верховной Раде, в кабинете министров, которые в офисе президента и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня в Украине доминирует партия мира во всех, значит, ее проявлениях, извините, партия войны во всех ее проявлениях. А партия мира на сегодняшний день находится фактически в подполье.
Начнем, вот давайте пройдемся по всем этим трем позициям. Я вот уже упомянул, давайте с Путина начнем. Значит, Bloomberg нам на днях написал о том, что из-за проблем с интернетом и вот этих всех, ну это Bloomberg так видит, падает рейтинг Путина, поэтому притормозили с блокировкой Telegram и всего прочего. То, что сегодня произошло, это нечто новое. Это нечто, ну, кто-то смеется, кто-то трактует это как не силу как раз-таки, а слабость. Ну, вот эти опубликованные адреса. Медведев, конечно, уже заявил, что это список целей, мол, готовьтесь. И мы всячески видим, как разыгрывается карта возможного военного противостояния европейцев или там европейской части НАТО против России. Более того, этому, конечно, помогают украинские средства массовой информации, комментаторы и прочее. Зеленский, это все на фоне турне. Он поехал в Германию, в Осло, в Норвегию. Сейчас вот у Мелани в Италии. Эти встречи мы сейчас обсудим, когда про Зеленского поговорим и его параллельную реальность. Но меня интересует другой момент. Запускают такую штуку, что вроде как Рютте на Рамштайне, на который сегодня Америка не поехала, Рютте был, говорит, надо до конца года 60 миллиардов Украине выделить. И все понесли новость, все, хватаются за голову. Представляете? Ну, понятно, что все ждут от России. И понятно, что, может быть, это список адресов – это ответ на это. Это уже детали, что НАТО ничего не выделяет. Что Рютте, если я посмотрел, специально нашел его прямую речь, он говорит о том, что должны выделить помимо Евросоюза. Кто? Страны. Какие? Те же самые, которые уже выделили, ну или согласовали вот эти призрачные 90 миллиардов. Правильно ли Россия себя ведет с европейскими партнерами и идет ли дело к войне с ними? Дело действительно идет к войне. Я не буду здесь выступать, не буду открывать Америку. Об этом говорят из каждого утюга в тех же европейских государствах, да и в России очень многие говорят. Будет ли война? Это уже другой вопрос. Но то, что обе стороны готовятся к этой войне, обе держат в уме, что подобная война может быть, вот, это однозначно. В Европе сейчас очень многие начали проводить различные консультации, очень многие политики. Причем приглашают украинских политиков. А как вы, например, решали вопросы экономического характера, когда узнали, что вот вы столкнулись с такой ситуацией, как война? А как вы решали те или иные вопросы самоорганизации? То есть читаются лекции специальные, семинары проводятся для правительств различных европейских стран. Украинцы приезжают, читают лекции и семинары ведут о том, как они устраивали логистику, с какими трудностями сталкивались, вопросы управляемости в условиях хаоса, который порождает война. То есть на самом деле сейчас опыт Украины очень востребован в Европе. Европа действительно готовится к войне. Какой будет эта война? Где это будет война? Условно говоря, на прошлой неделе в Париже я с одним бывшим сенатором общался. Он считает, что в 2029 году. Значительная часть европейских аналитиков говорят, в 2028 году может быть война и так далее. То есть, это не значит, что война точно будет. Это значит, что к ней готовятся. Но не кажется ли вам, что вот эта перепродажа знаний, когда уже тренинги начинают вести, это означает, что это знание, Украинцы сегодня торгуют тренингами по всему миру. Украинцы ведут тренинги, например, для венгров тоже готовили, что если вдруг Орбан не отдаст власть, не захочет отдавать власть, вы можете показать Майдан, а мы вас научим. Я не удивлюсь, если окажется, что и в Сербии они проводили, и в других местах. То есть украинцы, украинские технологи, их имена известны и прочее, они ездят и рассказывают, как правильно, например, организовывать Майдан в той или иной стране. Такое ноу-хау. Украинцы рассказывают, как вести себя в условиях войны, как готовиться к войне, как воевать и так далее. Так что украинцы уже ездят в Африку воевать или даже выступать в роли инструкторов в тех или иных региональных конфликтах. Так что, по большому счету, все то, что считается элементами деструкции,
Ну, вот, потому что и война, и Майдан – это все элементы деструкции как раз. Это то, что воспринимается нормальным мозгом, воспринимается со знаком минус, негативе. Вот, украинцы эту деструкцию сегодня поставили на экспорт. Но логично же платить деньги за подобное здание, когда у Конечно. тебя или у твоего контрагента опыт-то успешный. Мы же не можем сказать, что опыт войны успешен украинской стороной против России. Мы не можем до конца. Мы не можем сказать, что там, Майдан успешен. Получается какая-то Нет, странная как раз логика. почему? Смотрите, Майдан успешен в том плане, с точки зрения как раз продавцов деструкции, Майдан успешен в том плане, что мы же Януковича свалили, и вас научим свалить, там, например, Орбана там, и так далее, можно называть, перечислять. Вот. Мы, условно говоря, успешность Украины не в том, что там какие-то победы и так далее, а мы 4 года противостоим второй армии мира. Мы научим вас, как противостоять. То есть вот эти вот моменты, они продаются сегодня больше, чем какая-то история успеха. Есть маленькая проблема. Если Украина считается, ну и сейчас после Рамштайна, после поездок Зеленского, к которому мы сейчас плавно перейдем, у нее как бы тыл туда на запад, то у Европы тыл, ну это океан. Ну, я понимаю. Более того, Европа очень неоднородна, в Европе очень сложно всех прибрать к одному ногтю. И нет гарантий того, что если начнутся какие-то боевые действия, которые не будут поддержаны Соединенными Штатами, например, вот, что не начнутся, нет гарантии, что не начнутся попытки сепаратных переговоров различных европейских государств. Вот, это тоже. И поэтому, знаете, может быть и такое, что если вдруг желанная война повернется как-то не так, как хотелось бы, вот, Западная Европа скинет как балласт восточную. Все-таки, да, давайте, чтобы вы прокомментировали эти адреса, это свидетельство того, что Россия не умеет Нет, это обращаться к психологическое. Европе, находить Нет. В данной ситуации ключики, это психологическое влиять. давление. Психологическое давление. Сейчас Россия будет такие подобного рода психологические моменты запускать, что, мол, мы знаем вот адреса, вот, условно говоря. Человек читает адрес, видит, что его дом находится рядышком там, в одном квартале от указанного адреса. Как он должен реагировать в данной ситуации? Понятное дело, начинается паника. Или же начинается какое-то недовольство проявляться. И подобного рода действия будут сейчас достаточно частыми. Вот они иногда действуют дезорганизующе, но это не действует достаточно, скажем так, шокирующе на психику. И в этом отношении это один из элементов. Ну, то есть вы не считаете, что это слабый ход? Нет, ну, в данной ситуации это ход намного сильнее, чем то, что сегодня нам продемонстрировали вот эти листовки, которые были разбросаны в районе Сум, вот, там, с призывами к третьему Майдану. Ну, вот это вообще халтура, я считаю. Причем с дронов, там, Абсолютно, разведывательно-ударных, да. Ну, как там, это смешно, на самом деле. ну, тоже, ну, как бы, вы, в общем, не ставите вот эти два, скажем так, момента в один ряд. Хорошо. Абсолютно. Допустим. Ну, в принципе, понятно, что тут, как бы, главное же Но адресат. возвращаясь к вашему вопросу, там, относительно заблуждений, ошибок или же там относительно того, относительно дезинформации или же ограниченной информации, вы знаете, мы живем последние лет 10 как минимум, даже больше, лет 15, мы живем в обществе, где нормой стала постправда. Об этом говорят постоянно. Постправда стала одним из элементов современной жизни. Не важно, что происходит, важно, как это подается через средства массовой информации. И очень много дезинформации как раз подается. Отделить реальную информацию от дезинформации достаточно сложно. Более того, что у нас почти по Оруэллу. У нас вот эти структуры в Украине, которые должны заниматься борьбой с дезинформацией, на самом деле являются главными как раз продуцентами этой дезинформации как раз. Так что, по большому счету, я считаю, что каждый глава государства
владеет определенной информацией, он ну, точно же не сидит в интернете и не вычитывает там все новости, ему подают определенные мониторинги или подают определенные средства новостей. Ну, вот, кстати, обычно в государственном управлении существует такой момент, вот в современном государственном управлении, как борьба за право вот, подавать новости президенту, особенно это в Украине. Вот. Ермак на этом сидел, да не только Ермак. Очень многие у нас вот эти временщики, вот они контролируют ту информацию, которая поступает президенту. Они при необходимости создают теплую ванну для президента, показав, что на самом деле все нормально, вот, никакого негатива нет, и рейтинги растут, и все, и так далее. При желании они могут подставить своих конкурентов, вот, тоже подать в определенном срезе там, информацию и так далее. И они очень ревниво относятся, если кто-то кроме них еще дает информацию. Вот. Они стараются, чтобы вся информация шла только через одни руки. Вот это задача фактически большинства временщиков, которые находятся в окружении президента. В данной ситуации я говорю о Зеленском. Смотрите, мы сейчас вернемся к ключикам России. Ну, уж коли вы вспомнили про Орбана, так Да. поэтому Орбан проиграл. В том числе, вы знаете, у Орбана была, при всей моей симпатии к Орбану, у Орбана была одна черта, которая характерна для очень-очень многих политиков, которые долгое время находятся при власти. Вот. Орбан был слишком самоуверен, он был слишком уверен в том, что он все контролирует, он был уверен в том, что фактически по всем мажоритарным, 106 мажоритарным округам победят его люди, что там сильные кадры, что там нет сильных оппозиционеров. Вот. И его кормили абсолютно такой пережеванной и тщательно подготовленной пищей информационной. Поэтому для него было абсолютной неожиданностью то, что произошло фактически. Ну, там сравнивают просто Орбана с Януковичем. Ну, знаете, Янукович тоже до некоторой степени, он тоже был жертвой вот именно таких действий своего окружения, потому что его окружение тоже боялось иногда предоставить ему информацию определенную. Я приведу один пример. Вот. После того, как, если не ошибаюсь, это было 30 ноября, да, когда избили так называемых студентов, да, на Майдане, когда ставили елку. Янукович был в это время на охоте, и еще 2 дня ему боялись дать информацию об этом. Вот. Когда одного человека, который был очень близок к Януковичу, тогда спросили, а Янукович знает о том, что произошло, он говорил, а кто ему пойдет докладывать? Вот, если я пойду, он меня пошлет. Вот. Это была проблема как раз именно окружения Януковича, которое Януковича боялось. Боялось принести ему негативную информацию. Один мой близкий приятель говорит, в Украине процветает Министерство хороших новостей. То есть Зеленскому вот, по вертикали фактически передают только хорошие новости. Вот. Условно говоря, в зоопарке родился там тигренок. Вот. Это хорошая новость. А о том, что там действует ТЦК, вот, ему об этом не говорят. Или Ну, это тут тоже есть определенная разгадка вот этого шлема, да, вот этих Конечно, всех. конечно, так именно на этом играют. На этом идет игра. Я не говорю, что Зеленский не знает о том, что происходит в стране, что царь хороший, бояре плохие. Зеленский знает то, что происходит в общих чертах, но он не знает, его не посвящает просто в детали. Зачем тебе это знать? Вот езжай к Мелани, езжай там в Норвегию, к Мерцу в Германию, у тебя большие дела. Вот, а мы тут как-то разберемся, что где-то кого-то бусифицировали незаконно, где-то кого-то там убили во время вот этой бусификации. Это все такие моменты. Более того, что самого Зеленского это не очень интересует, будем говорить откровенно. Константин У Орбана Петрович. была та же ситуация. У Орбана были 2, значит, руководителя силовых ведомств, Шандер Пинтер и Иштван Пастер, вот, которые занимали вот именно высокие должности в силовых ведомствах, и они его кормили, фактически вот кормили его, будем говорить, называть вещи своими именами, дезинформацией. На этом выстраивалась определенная стратегия. Плюс ко всему, давайте говорить откровенно, там вопрос к деятельности штаба, технологов и прочее тоже остается.
Ну, смотрите, мне сегодня вообще, как бы, ну, он так считал, я так понимаю, может, какие-то инсайды тоже. Евгений Копатько говорил, что американские технологи, которые работали с Орбаном, они, то есть Трамп бы приехал к Да. Орбану, как было задумано, но они знали заранее, что дело швах, и сказали, давайте замена, охрана отмена, замена, и поэтому приехал Венс. Ну, то есть даже вот такая версия фигурирует. Другие вообще товарищи, там, как это, аналитики по ютубам, по, как это раньше было, живые журналы, сейчас в Фейсбуке всякие, говорят, что там ТикТоки, Фейсбуки, соцсети, они вообще говорят, что, ну, в общем-то, Орбан хорошо отделался, ну, то есть легкой, ну, то есть, вообще легко. Сказал, вот, все, пожалуйста, и вообще повторит судьбу Фица, который, ну, потом переизберется, да, и его еще захотят. Нужно, чтобы соскучились венгры, ну, вот, Да, там, правда, Магер пообещал, что он примет новый закон, которым будет запрещено людям, которые более чем 2 раза занимали должность премьер-министра, чтобы они вообще оставались в политике. ну, так за То этим есть, он это и заявил. Ну, ну, это сейчас при наличии конституционного большинства он может все что угодно. Вот, начиная с мая месяца. Но, смотрите, вот, я скажу следующее. Вот, 7 апреля Венс побывал в Будапеште. Вот. 8 апреля я общался, я уже говорил о том, что вот про это мое общение с моим американским коллегой, вот, который входил в вот эту группу, которая в том числе встречала Венса в Будапеште. Мы с ним встречались, мы с ним часто ведем диалог. Человек, который очень хорошо знает ситуацию в Восточной, Украине, в Восточной Европе, в том числе в Украине. Вот, и он прямо говорил о том, что ситуация в Венгрии оставляет там удручающее впечатление, создает. То есть у американцев действительно не было уже каких-то иллюзий относительно ситуации, относительно того, что победит Орбан. То есть уже во вторник или в среду, вот, на прошлой неделе, уже было для них очевидно то, что будет проигрыш. Вот. Да, там оставались еще какие-то надежды, так вот, что все-таки Орбан не так прост, как он кажется, Орбан не первый год в политике, все-таки 35 лет или даже 37 лет в активной политике, это не так просто, что у него достаточно сильные структуры, что есть большое количество людей, которые стесняются во время социологических опросов сказать, что они за Орбана. Вот потом были те, которые считали, что американские технологи, которые работают с Орбаном, кстати, русских технологов там не было, это миф, который был создан оппонентами Орбана. Все эти вот мифы про компанию «Матрешка» и прочее, это все мифы были. Так вот, американские технологи, которые работают, на них тоже были надежды, что они что-то знают, вот, наверное, и что-то умеют. Были надежды на сетевые структуры, на прочие моменты, на то, что народ все-таки будет относиться к Мадеру как человек, который, предав свою жену, предаст народ. Вот это моральный принцип. Но вот чудо не получилось, чудо не случилось. Как бы сейчас перейдем к Зеленскому, потом Трампу, ну, в нашем таком, да, обзоре, кто в больших иллюзиях пребывает. Это, кстати, очень показательный момент. Перед тем, как рассмотреть турне Зеленского, Константин Петрович, насколько я понимаю, вообще вот этот весь, скажем, вся эта поездка, нам, конечно, рассказывают там о дронах, еще о чем-то, о каких-то деньгах, там, поддержке. Все, как всегда, преподносится пиарщиками Зеленского. Однако главный посыл, он был услышан. Он был услышан. Уважаемые украинцы призывного возраста, готовьтесь. И тут сейчас я не буду там играть там на каких-то эмоциях, еще на чем-то, потому что есть четкие слова Мерца о том, что должны защищать свою страну. Есть четкий ответ Зеленского, что да, я бы хотел бы, чтобы люди, а тем более, которые не совсем законно покинули страну, вернулись и защищали Украину. Это сигнал, который люди услышали. Многие услышали, и только это обсуждается, обговаривается. Не 5000 дронов, не Патриоты, не Айрисы, не какая-то там поддержка оборонной декларации в Норвегии, не Смела, не вот эта вся история. Нет, вот это обговаривается украинцами. Вот тут бы впору
впору россиянам, я не подсказываю, я просто так спрашиваю ваше мнение, ну там выйти и обозначить некую программу, ну там заменить слово фильтрация на что-то еще и позвать этих европейцев, которые теперь менее безопасно после всего того, что они услышали в Европе, приехать в Россию. Ну, как бы сыграть на этим. Но мы видим, они играют абсолютно на другом, на этих пресловутых списках, адресах. Ну, Россия, каждый заблуждается в меру своих возможностей. Россия тоже делает огромное количество ошибок, которые, в принципе, являются очевидными и подвергаются критике как непосредственно уже в самой России. Так что это вопрос уже второй. Даже уже сейчас пытаются там в России исправлять те ошибки, которые были допущены в первые месяцы этого года, в частности, относительно тех же социальных сетей определенных. Вот. Это важный момент, но вот, то, что требует Зеленский, и то, о чем говорит Мерц. Мерц говорит о том, что мы, в принципе, будем содействовать тому, чтобы украинцы призывного возраста ехали и защищали Украину. Но Мерц очень ясно понимает, что подобного рода вопросы, вот они, вопросы, которые касаются убежища, предоставления убежища, они решаются не каждым государством отдельно, а есть общее европейское законодательство, есть, принимаются общие европейские рекомендации, скажем так, и, соответственно, государство уже действует согласно этим вот рекомендациям. Что может сделать Германия теоретически? Она может вот, лишить статуса беженцев тех, кто не трудоустроились, или тех, кто не перешли тех, кто не получили вид на жительство. Им будет дана такая возможность, условно, даже по истечению этого срока, февраль-март 2027 года, или же ближе к этому сроку, им скажут, что вот у вас есть 3 месяца на то, чтобы подтвердить свое право пребывания на территории одного из государств Европейского Союза. Вот. И они должны будут сдать набор документов определенных, которые свидетельствуют о владении языком, о том, что они имеют доход вот, определенный, то есть либо они трудоустроены, либо они ведут бизнес, платят налоги. Вот. Если же нет, то будут поставлены они в такие условия, когда им будет предложена вот, помощь в возвращении в Украину. Я это называю в кавычках. Помощь. Да, да, помощь. Да, потому что некоторые государства уже сейчас, как Швейцария, предоставляют нам определенную сумму. Хотите уехать из Швейцарии обратно в Украину, вот вам определенная сумма для того, чтобы вы могли уехать и там, скажем так, начать все с чистого листа. Что касается других государств, они могут просто депортировать, или это даже не депортировать, выдворить. Вот, из страны. Потому что, например, Польша практикует даже не депортацию. Процедура депортации предвидит то, что человек может не согласиться, подать в суд, ждать апелляцию вот, и так далее. А вот есть уже неоднократные случаи, когда людей из Польши вот, попросту вывозят к границе, вот, передают в руки украинских пограничников, а дальше пусть решают. Кстати, есть также такие же случаи, когда украинцев из Германии, некоторых украинцев передавали в Польшу, а дальше уже все по этой же схеме. То есть и такие есть случаи. Но это, скажем, это еще не на конвейере подобного рода практика. Это отдельные случаи. Когда Зеленский об этом говорит, он рассчитывает на какие-то баллы внутри страны? В первую очередь баллы внутри страны, это раз. Второе, это он хочет показать своим партнерам в Европе, что у него есть еще ресурс, что есть ресурс, и этот ресурс зависит в не последнюю очередь от государств Европейского Союза и НАТО. Ну, смотрите, условно говоря, украинцы говорят, Зеленскому говорят, мы дадим вам кредит, там, 60 миллиардов или 90 миллиардов, там, в зависимости. Дадим вам эти деньги рано или поздно, но вы же должны показать, что эти деньги, что под эти деньги есть люди, есть живая сила, что если мы даем вам деньги, технику и прочее, то, соответственно, есть и люди, которых вы можете отправить на фронт, чтобы они фактически воевали за эти деньги.
Зеленский говорит, да, хорошо, но у меня ресурс вот у вас, на вашей территории. Поэтому кроме денег мне еще нужны и люди. Вот такой вот у него диалог идет. Ему устами Мерца говорят, ну, что сможем, то сделаем. Так можно расшифровать то, что происходит. Ну, украинцы же не крепостные. А кто сказал? А кто сказал, что не крепостные? Нынешняя ситуация. Чем нынешняя ситуация отличается от крепостного права? Чем нынешняя ситуация, особенно после введения там целого ряда новшеств, вот, которые не только запрещают там, выезд людей, которые не только усложняют там, передвижение по самой Украине, вот, но и которые там говорят о том, что за долги, коммунальные долги могут лишить жилья, закон вот на подписи у президента сейчас, то чем это отличается от феодализма? Если брать итоги политические, ну, вообще, если честно, ну, это мое субъективное мнение, я с вами делился когда-то этим мнением. У меня такое ощущение, что вот кто-то что-то знает. В общем, как только массированный какой-то налет по Украине, как только ракеты, вот сейчас там дроны, сейчас там прилет в Днепре жуткий повторный, там, в общем, много мест сейчас, куда прилетело, юг, конечно, атакуется. Сейчас вот в эти минуты там были запуски, и вот сейчас последние ракеты сбивают или они прилетают куда-то над Украиной. Зеленского и след простыл. И сейчас этот тур, он вообще в геополитической ситуации какой-то такой особенное свойство имеет. Почему? Потому что Трамп ругается вдрызг с Европой, причем на фоне там, конфликта с Папой Римским, сегодня Зеленский в Италии, да, у Мелани. С Германией тут, конечно, кивает гривой, но, в общем-то, Мерц имеется в виду Трампу. Но, понятно, там тоже отношения не ахти. Трамп вообще говорит, я буду уходить из НАТО, и серьезно сейчас вся пресса дневная, вот сегодняшнего дня, западная, выписывает, а как будет выглядеть НАТО без США, ну типа европейское НАТО. А Зеленский вот устраивает такой тур. То есть время понятно. То есть он просто не хочет быть в стране, когда массированный налет. Нет, Но я не верю в такие совпадения, что как это не только совпадение. он уезжает, Россия запускает много дронов и ракет. Видите ли, вот, это не мной подмечено, вот, и не я об этом говорил, что на самом деле Путин будет делать все для того, чтобы избежать определенных моментов, связанных с тем, чтобы его потом обвинили, что он убил там, президента страны. Легитимного, нелегитимного – это уже второй вопрос. Он точно не будет действовать, как там Трамп и Нетаньяху относительно Аятоллы Хаменеи. Вот. Точно не будет этого делать. Вы посмотрите, сколько прилетов было на Банковую за 4 года. Был один случайный, скажем так, прилет, потому что явно видно, что это целились не по кабинету министров. Вот, на здание на улице Грушевского, где находится правительство Украины. Вот, была случайная там отклонившаяся ракета, которая упала где-то там вот между Подолом и в районе Стеклянного моста, да, моста Кличко. Вот, все. Больше в том направлении не было ни одного удара за время войны. Это к вопросу о целях, которые касаются именно там, как это теперь называют, центры принятия решений. Да? Вот. Ну, все чудесно понимают, что центры принятия решений находятся не в Киеве. Поэтому там удар по Зеленскому он мало что поменяет. Ну, придет вместо Зеленского Стефанчук, потому что война изменится. Вот, ну, это первый момент. Второй момент, вот, который тоже очень, очень важен. Вот, Россия на протяжении этой войны, вот, ну, это, опять же, не моя информация, информация, которую я получил от украинских военных в свое время еще. Россия и Украина на протяжении войны ввели негласный контакт. Кстати, Буданов тоже подтвердил, что этот контакт существовал.
Буданов подтвердил, этот контакт существовал, когда стороны извещали друг друга об определенных моментах. Вот. В частности, украинская сторона говорила о том, что Зеленский едет, например, в Херсон. Зеленский ехал в Херсон, вручал награды. Вот. После этого давался сигнал, что Зеленский уехал из Херсона. Через 40 минут возобновлялись боевые действия на этом направлении. Это же не выдумки, это же на самом деле так и есть. Вот посмотрите просто боевые сводки, спросите у людей, которые воевали в это время. Тишина, наступает вдруг тишина внезапно, прекращаются обстрелы, вот, ровно до тех пор, пока не уедет Зеленский. И это уже тоже задавали вопрос. Единственный раз, когда российская сторона ударила вот, по городу, в котором находился в это время Зеленский, встречаясь с премьер-министром Греции, это Одесса 2 года назад. Помните, в 500 метрах от места, где они встречались, прилетела ракета. Вот, но, опять же, как говорят, что просто этот визит не был заранее оговорен. Так что такие вот моменты. Я думаю, что в этом как раз кроется суть. Зеленский извещает о том, что в такое-то время его не будет в стране. Чего добился Зеленский своим турне? Чего добился, мы пока еще не знаем, чего добился, чего добивался. От Германии он добивался, понятное дело, определенных уступок в сфере вооружений и финансирования. От Норвегии это энергетические вопросы пытался решать, кроме военных вопросов, финансовых, энергетические вопросы. Норвегия в этом интересна. Италия – это вопрос, опять же, который касается слаженных действий европейских государств в условиях, когда Европа оказалась заложницей ситуации, которую спровоцировал Трамп. Вот, так что совместные действия были предложены, очевидно, Джорджу и Мелани. Тем более, что Трамп в последнее время крайне негативно начал отзываться госпоже Мелани. То есть в каждом государстве свои интересы, но, опять же, все это выглядит пока что мелочно, потому что каких-то крупных прорывных моментов нет. Константин Петрович, тут такой очень интересный нюанс. Зеленский высказывается об американцах, об американской стороне, о Трампе. Высказывается достаточно резко, даже где-то дерзко. И даже складывается впечатление, что ему как бы разрешают это делать. Ну, во-первых, опять вот это продолжение этой колбасы с Рубио, о том, кто лжет, Зеленский лжет, Рубио лжет. Я имею в виду, что первое, а что второе, гарантии или Донбасс, Донбасс или гарантии. Во-вторых, он говорит о том, что Витков, Кушнер не разбираются просто, они должны в Киев приехать. Даты нет сейчас, даты нет. Но эта тема активно обсуждается, в общем, пережевываются, мусолятся. Это будет точно выдано как большая победа. Может, еще даже в подвале посидят, где-нибудь тревогу включат. Ну а что, опасно? Смотрите, какие россияне звери. Сейчас будут бить по Виткову и Кушнеру. Кажется, переговорная линия схлопывается, если уже не схлопнулась. Но, тем не менее, мы видим и альтер-эго Зеленскому, переговорщика Буданова, который раз за разом говорит, что, слушайте, а в смысле, как это схлопнулось? Я же чем-то занимаюсь, я же езжу, ну, поэтому нет, все продолжается, все нормально. Да. Смотрите, что касается Зеленского. Зеленский настроен воевать, и он ведет все переговоры исключительно только о продолжении войны. Переговоры с Мерцем, переговоры в Норвегии, переговоры, еще чуть раньше переговоры в Британии, сейчас переговоры в Италии, все о продолжении войны. Это не переговоры о мире. Это первое. Второе. В офисе президента, я знаю это точно, ждали 15 числа, то есть сегодня приезд Виткофа и Кушнера. Вот. А что случилось? Непонятно пока, но у них была готовность номер 1 на 15 число. Вечер 15 числа они ожидали, что приедут, а 16 будут переговоры. Возможно, еще не вечер. Так, то есть это второй момент. Третий момент. Когда Зеленский говорит, что Витков и Кушнер ничего не понимают, ничего не знают, вот у них нет информации. Извините, пожалуйста, чьей информацией мы пользуемся? Разведданные кто нам дает вообще? Вот.
Не, Поэтому у меня другой, более утилитарный вопрос, с вашего позволения. Риторически, понятно, не вам. да, Столько сессий было с да, Украиной, столько да. они там сидели в этом Вот Майами, кости грели, понимаете? Столько бесед задача беседовали. Зеленского, задача Зеленского, которую перед ним поставили его вот, э, хозяева, вот, это триггерить Трампа. Когда Зеленский начинает там хамить, дерзить и так далее Трампу, когда он не соглашается публично с Трампом, когда он показывает, что Трамп не так страшен, вот смотрите, вот я его не боюсь, вот это фактически понижает там, не знаю, харизму Трампа или еще что-либо. То есть делает Трампа смешным. Потому что какой-то Зеленский его может вот так вот публично, Не извините, посылать. боятся. Да, не бояться. Вот, соответственно, в этом задача Зеленского, которую ему нарисовали его европейские партнеры. А вот давай еще там, пойди, еще пни, еще Трампа. А еще скажи что-нибудь там про Трампа там в выступе. Вот это его задача, которую он играет, выполняет. Вот. И, соответственно, в Соединенных Штатах это все чудесно понимают, что если Трамп завтра начнет отвечать Зеленскому, это будет хуже Трампа. Почему? Как почему? Потому что вот отвечать можно двояко. Первый – это попросту по принципу «дурак сам дурак». Это сразу же минус. Второй – это по принципу Мадуро. Послать там спецназ, привести в Вашингтон и сказать: а теперь повтори все это перед камерами, но уже сидя в оранжевой робе. Вот. Так что это второй. Но вы представьте себе второй вариант. Вот. Представьте второй вариант, сразу же начнут кричать, что вот Трамп подыгрывает Путину. Вот. Единственного человека, который противостоит Путину, он сейчас убрал вот, ровно для того, чтобы Россия могла захватить Украину и так далее. И, соответственно, за него начнут вступаться разного рода европейские адвокаты политики. Помните, в свое время ситуация была с сомалийскими пиратами, когда сомалийские пираты в Аденском заливе, вот, они нападали на корабли и так далее, там, грабили корабли, убивали людей там и прочее. Но как только этих пиратов кто-то брал в плен, вот, сразу же поднимались европейские правозащитные организации, которые поднимали крик, что бедных несчастных там сомалийцев, которые и так страдают, вот белые там колонизаторы и прочие там вспомнили там, уроки колонизации, вспомнили, как их предки действовали и прочее. И вся эта мировая общественность добивалась освобождения. Вот точно та же ситуация может быть и с Зеленским. У меня логика все-таки, давайте подключим ее. Да. То есть, смотрите, Зеленский не боится Трампа. Да? Буданов не боится Зеленского. Означает Да. ли это, что Буданов не боится Трампа? Буданов является человеком, который представляет интересы Соединенных Штатов, одной из групп влияния в окружении Трампа в Украине. Вот. Зеленский вынужден терпеть Буданова, потому что он понимает, что у него есть вот эта крыша, условно, которую он должен соблюдать определенный политез. Вот. Если завтра будет объявлено о том, что выборы зашли в тупик, Буданов немедленно будет уволен с поста главы офиса президента, как человек, который провалил переговоры. Почему себе это позволяет Буданов не соглашаться с Буданов Зеленским? это тоже чудесно понимает, и он понимает, что он будет уволен, и он понимает, что у него есть один только путь – это политическую сферу. Стать политиком, возглавить политическую партию, стать рейтинговым политиком, на которого будет ориентироваться определенная часть украинского общества. Уже сегодня у Буданова достаточно высокий рейтинг, многие говорят, что второй рейтинг в стране. И даже вот я видел буквально пару недель назад социологию, согласно которой, не знаю, насколько ей можно верить, потому что я сейчас социологии в условиях войны мало доверяю, согласно которой Буданов и Залужный выигрывают у Зеленского вот во втором туре, если выходит вместе с Зеленским во второй тур. Другое дело, что Зеленский собирается проводить выборы, это как минимум еще несколько лет, но это уже другой вопрос. Смотрите, это все может быть, ну вот как есть такое выражение, когда люди одной ориентации, а на самом деле другой хотят казаться, ну вот такой бородой. Борода для Зеленского. Ну, не совсем
э, не совсем понимаю. Ну, смотрите, ну, как прикрытие, да, то есть А, конкурент прикрытия. На самом деле все нет, там... нет, я знаю, что сегодня один из политтехнологов украинских уже говорил о том, что это Буданова взрастил Зеленский специально как такого себе там определенного спойлера, скажем. Но что касается всей истории Буданова и понимая его связи, понимая, кто являются его контрагентами за океаном, вот. Я вижу, что на самом деле здесь все намного сложнее. Более того, Зеленский выстроил Подождите, а очень что за сложную... контрагенты? Ну, Буданов с какой постоянно, группой работает Буданов? Буданов постоянно работал с разведывательным управлением Министерства обороны Соединенных Штатов. Угу. Это отдельная группа, вот, которая работала достаточно тесно с Будановым по линии, которая определяется, скажем так, субординацией. Вот. Но, кроме всего прочего, это выходы на Пентагон и разведсообщество американское. Пенс, в общем. А, Ну, я вы имею в знаете, виду, вот в просто этом чтобы отношении... озаглавить вот это направление. Я понимаю, что не лично Венс. Ну, Нет, вот что касается Венса, вот, не буду просто комментировать, просто-напросто у Венса есть определенный скепсис, ну, в окружении Венса есть определенный скепсис по отношению к Будану. угу. Вот, есть, да. Но Венс и Буданов, они сегодня находятся приблизительно в одинаковых ролях, но, правда, в разных государствах, в разных системах. Вот, потому что и Венс сегодня является до некоторой степени человеком, которого многие считают, что он может стать преемником. В Соединенных Штатах есть такие, которые считают, что он может стать преемником. У Венса есть свой конфликт с Трампом и его ближайшим окружением. И у Буданова та же картина, поэтому они сегодня просто каждый в своей системе координат. Вот. Понятное дело, что знак равенства между ними ставить смешно. Ну и про иллюзии Трампа. Он сегодня в очередной раз выдал, говорит, я закончил 8 войн, 9 Украина. Зеленский красиво раскатывает Трампа в том плане, что, ну, я имею в виду, что почему с переговорами такая история. Тут опять давайте тоже посмотрим. Зеленский говорит, Штатам некогда сейчас, у них уважительная причина. Они тут с проливом Армузским возятся туда-сюда, закрывают, открывают. Вот сейчас во время нашего эфира выходил Левит и говорит, нет, мышь не проскочит, никакие там 9 кораблей попытались, мы им с стартового пистолета запустили, скажем так, да, сигнальную ракету, они развернулись и ушли назад. Никого не пропускаем и так далее. Иран говорит, мы тебе Красное море заблокируем. Ну, не тебе, а всем, имеется в виду. То есть давай разблокируй. Нет, говорит, не будем разблокировать. Короче, вот это все возня с Ираном, да, вот такая, причем экономически, политическая, военная, конечно же, постоянно подбрасывается сюда техника, люди, персонал, и все видят воздушный мост, который они организовали вместе с тем же НАТО, да, или там, через страны НАТО, хотя НАТО не участвует. В общем, не до того. Но Трамп говорит, все на подходе, мирная история на подходе. Понимаете, в чем дело? Так до того или не до того американцам по миру в Украине, а Россия, говорит, в свою очередь, как мантру повторяет. Сначала Лавров, потом сегодня Песков. Так мы на контакте с Америкой. Ну, по постоянном Они действительно на контакте. контакте. Они действительно сейчас на передний план вышел вопрос, стоит ли ждать решения украинского вопроса, если Украина не собирается его решать, тем более, может, давайте сотрудничать Соединенные Штаты и Россия. Вот год уже попробовали там решить украинский вопрос, а деньги-то зарабатывать надо, поэтому давайте зарабатывать деньги, несмотря на украинский вопрос. Вот это сейчас решается, и рабочие группы, которые курсируют между Вашингтоном и Москвой, они именно этот вопрос сейчас и продавливают. Вот. Еще чуть-чуть Соединенные Штаты скажут, ну все, мы выходим из этого переговорного процесса, нам это больше не интересно. Если Украина не хочет мира, то почему мы должны хотеть этого мира? Что это будет означать для Это будет Украины и означать, для что войны? Украина получит 60-90 миллиардов и задачу воевать еще 2-3 года. Мгм. Смотрите, то есть деньги будут. Не факт.
Я же говорю, что сейчас эти деньги повешены как морковка перед ослом. Вот. Что, условно говоря, что жарьте рыбу. Так рыбы нету, вы жарьте, рыба будет. Вот приблизительно вот в таком ключе предлагают Украине. Вот. Так Сейчас что, какая-то странная ситуация, Константин Петрович, с Ираном и с Трампом. Одни писали сегодня на протяжении дня, что перемирие будет продлено. Там другие писали, что санкции против России, имеется в виду снятие санкций, будет продолжено. Сейчас как-то переиграли на сегодняшнем вечернем уже вот этом, который там несколько десятков минут назад закончился. Левит говорит о том, что нет, то есть Армуз перекрыт, перемирие продлеваться не будет. Трамп говорит, что вообще-то мы уже почти покончили с этим Ираном. Бессент выходит, говорит, санкции против российской нефти возвращаются. То есть никто их не будет опять пролонгировать, подождите снятие. еще пару дней, еще будут совершенно другие, абсолютно противоположные заявления, а потом еще противоположные заявления. Это абсолютно в стиле современной администрации Трампа. Просто чего достигает Трамп в Иране? Достигает ли? И Декларации почему? рынков. Простите, и Декларации почему рынков. он пишет уже второй раз, ну, второй раз комментирует, пишет один раз, я точно видел, второй раз, по-моему, не писал, прессе говорил, Си Цзиньпина пристегивает к этой истории. Ну, потому что он понимает, что Си Цзиньпин тоже как бы заинтересованная сторона, Китай заинтересованная сторона, которая получала значительную часть нефти из Ирана. Вот. И часть нефти, которая заблокирована сегодня в Армузском проливе, тоже должна идти в Китай. Вот. Так что это такой себе легкий шантаж перед вот этим вот визитом, который должен состояться когда 15-16, если не ошибаюсь, мая этого года перенесен. Вот. Но что касается Трампа, вот все чудесно понимают, и вот мировые аналитики говорят, что больше всего угроз нынешняя ситуация создает для Европы. Поэтому, когда сегодня Зеленский делает ставку на Европу, он понимает, что Европа как бы пока еще вот как бы хорохорится и говорит о том, что да, мы дадим вот помощь, предоставим помощь, но если ситуация продлится еще месяц, два, три и так далее, вот, вопрос помощи будет, возможно, даже пересмотрен. Около Мирнограда ВСУ оказались в мешке, об этом пишут объективные аналитики. Да. Ну, как принято считать объективными в украинской среде, Deep State. И, конечно, всех очень и очень напрягает удары. Ну, там вроде как всех успокаивают, все хорошо, не переживайте. По Печенежской дамбе Харьковской области, вроде Чугуево, Чугуевский район, Печенеги. Там большое водохранилище, и, в общем, ударили 6 кабами по дамбе. Ну, дамба вроде как уцелела, ну, там здания какие-то что-то погорели и так далее, но вроде как воду держат, все нормально. Чернобыльская проблема опять возникает. Там пишут разные аналитики, что в 25-м году прилетел какой-то странный дрон, помните? И там может быть беда. То есть, смотрите, здесь беда, экологическая беда, на фронте беда, Сумское направление оживилось, там начинают зону безопасности отодвигать россияне. То есть все потихоньку, это знаете, как вот старый «Жигуль», вот он так заводится, он не сразу набирает такт, двигатель, да, и вот это вот сейчас получается, мы приводим в движение фронт и войну. Какие перспективы от этого? Будет ли мешков для ВСУ больше? И ждать ли, на ваш, опять-таки, взгляд, насколько это укладывается в концепт каких-то умопомрачительных разрушений инфраструктуре, вода, АЭС и прочее, скажем так, Может вещи? быть, все. На самом деле я не исключаю того, что могут быть удары по именно критически важной инфраструктуре. Вот. Что касается Чернобыльской атомной электростанции, вот этого объекта укрытия, который на 4-м энергоблоком был построен, я очень хорошо помню, как когда-то один из министров экологии Украины, тогда еще было министерство, извините, министерство по чрезвычайным ситуациям было тогда еще. Вот, мы тогда группа политических экспертов, журналистов и так далее накануне 26 апреля, годовщины Чернобыльской аварии, летали туда, в зону бедствия,
вот, смотрели, нам показывали этот объект укрытия, уже законченный, вот, и говорили, что он может выдержать ядерный удар. Он настолько крепкий, что выдержит ядерный удар. А И обшивка теперь говорят, нет из пенопласта. а вот теперь вот, говорят, что прилетел дрон, вот, и теперь вот на грани крушения этот объект. Вот, так что я уже не знаю, кто врал и куда пошли деньги. Да. Ну, а что по фронту скажете? А по фронту, ну тут я владею той же информацией, что и вы. Вот. И я понимаю, что на самом деле кто-то врет вот нам, когда говорят о том, что все хорошо, прекрасная маркиза. На самом деле никаких мешков нет, что мы достигаем свои цели. Вот, никаких нету проблем для армии. И вообще мы сейчас как перейдем в наступление и так далее, и так далее, и так далее. Но, извините, но мы уже привыкли к этому вранью. Вот, к этому вранью, к этой параллельной правде или же там постправде, которую продуцирует Генеральный штаб на протяжении всей войны. Срочная, ну как новость вот последних минут 10. Иран может рассмотреть возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через Ормузский пролив со стороны Омана без риска нападения, если будет достигнуто соглашение, предотвращающее возобновление конфликта. Куда все идет с Ираном? Ну, пока что стороны только декларируют, что они готовы к восстановлению мира, вот, к остановке конфликта. Но условия, которые выставляют обе стороны, фактически, особенно американская сторона, они заставляют задуматься. Речь же идет и в том числе и о ядерных программах Ирана. Это первое. Плюс ко всему, позиция отдельных государств на Ближнем Востоке, вот, в частности Израиля, вот, я не думаю, что она направлена на решение этого конфликта. Даже не всего Израиля. Отдельно взятого Нетаньяху. The Times, ну, по поводу Нетаньяху это очень интересно. Сейчас же там Рубио провел переговоры ливано-израильские с послами, в общем. Они, ну, так судачат, опять-таки, может, предвосхищают события, что чуть ли там не о перемирии договорились с полуночи сегодняшнего дня. Имеется в виду перемирие Хезболла, Цахал, Хезболла, Израиль. Опять же, надолго ли? Потому что это же перемирие не решает вопросы основные. Ну, так выходит Нетаньяху вот сейчас вечером и заявляет, что наши силы продолжают атаковать Хизбаллу, мы собираемся взять под свой контроль Бинт Шубайль, я поручил армии обороны Израиля продолжать укреплять зону безопасности на юге Ливана. Учитывая возможности возобновления конфликта с Ираном, мы готовы к любому сценарию. То есть это все Израилем подается как подготовка войны с Ираном. Ну вот это фактически ответ на ваш вопрос. Так что в данной ситуации я думаю, что мир очень и очень далек еще, несмотря на заявления. Несмотря на заявления сторон, но все-таки, опять же, как и в украинско-российском конфликте, сторон больше, чем две. И не всегда две стороны решают судьбу. Точно так же и в американо-иранском конфликте сторон больше, чем две. И Кажется, опять же что решает третья сторона. подведет под монастырь Трампа Биби, а Зеленского британцы. Ладно, не будем продолжать, потому что у нас уже приняли закон соответствующий. Не, ну смех смехом, ну простите, пожалуйста. А что это он его принял? Имеется в виду, что... Нет, ну смотрите, у Нетаньяху позиция остается неизменной. Он ястреб. Плюс для него лично вот война, продолжение войн, продолжение военных конфликтов – это гарантия его личной безопасности, политической безопасности. Нет, понятно, зачем Зеленский принял законы об антисемитизме? Нет, ну это, я думаю, что это, скорее всего, пожелание было, определенное пожелание, которые определенные мировые круги, вполне возможно, даже это для того, чтобы там были выделены определенные суммы. Продал? Да, это не продал, это, знаете, с точки зрения политики, вот, он считает, что это наименьшая уступка, на которую он мог бы пойти. Плюс ко всему, что тем более, что
чего-то радикально нового не принято. Просто некоторые предыдущие статьи дополнены новыми формулировками. Вот. Но я бы не делал из этого какой-то сенсации. Вот. Все полностью укладывается в рамки и в логику действий Зеленского. Да, Знаете, друзья. когда-то нам очень часто диктуют, что мы должны принять, какие-то законы. Мы же с Белоруссией поссорились в свое время из-за того, что Зеленскому позвонили и сказали, вы должны ввести санкции против Беларуси. Именно на пике, когда к нам приехал Лукашенко, они обнялись, там где-то обнимались в Житомире с Зеленским. Лукашенко назвал Зеленского своим едва ли не сыном, пригласил его в Гродно. И тут на этой ноте вдруг Зеленский берет и вводит санкции против Беларуси за события, которые имели место 11 лет перед этим. Вот. Потому что Потом вообще оказалось Протасевич агент. Не, это потом уже, Протасевич агент, это уже чуть позже еще началось. Это уже 20-й год. Это август 20-го года. А это весной 20-го года, еще до событий, которые были тогда в Беларуси во время выборов. Вот, потому что позвонили и сказали, что надо сделать. Вот ему сказал, он сказал есть. Вот поссорились в Беларуси на голом месте. Друзья, подведем итоги нашего опроса, перейдем к вашим вопросам. Очень много вопросов, поэтому в режиме Блиц, конечно, их пройдем. Может, не все, но тем не менее. Кто больше в заблуждении? Путин 9%, 15% Зеленский, 18% Трамп. Ну и выбрали вариант каждый по-своему, 57%. Спасибо, что проголосовали, друзья. Понятно, что каждый по-своему в заблуждении. А неужели нет трезво, ясно мыслящих политиков, лидеров стран? Так в том-то и дело, что они идут туда вершить большие дела. И, соответственно, потом они пребывают в плену определенных информационных заблуждений, полуправды или же постправды, то, что им дают. Вот, и некоторые решения принимаются тоже именно под воздействием подобного рода обстоятельств. Вопросы. Значит, начинаем мы с клуба зрителей «Шелест». Значит, это закрытое сообщество в Телеграме. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что присутствуете. Константин Петрович, здравствуйте. Недавно пересматривал место встречи «Изменить нельзя», и там герой Владимира Высоцкого Жеглов разговаривал с героем Млютина Иваном Пасюком на русском. Пасюк отвечал на мове. Вопрос. Когда мы потеряли то, что казалось единым народом? Я сам с Урала. Все лето 99 по 2007 год проводил в Украине, в Одессе и в Энергодаре. Что смешно, у меня матушка из Ивано-Франковска, а отец из Харькова. Родился в Екатеринбурге, там живу. А те родственники, к которых я в гости в Украине ездил, они из села Шаля в Свердловской области. Вот такой вопрос. Моя покойная бабушка говорила только на украинском языке. Только на украинском языке. Она из Винницкой области, из села Скала, тогда Погребищенского, потом Аратовского района, теперь Винницкого района, вот, и так далее. Она не владела другими языками. Она ездила по всему Советскому Союзу, где она только не была. И в Средней Азии, и в Казахстане, и на Урале, где она только не была. Всюду говорила на украинском языке, ее всюду понимали. Всюду. Вот. Не было такого места, где бы ее не понимали. Вот. Самое смешное это было, когда она, живя в Казахстане, когда мы жили с семьей в Казахстане, у нее была подруга башкирка, которая говорила только на башкирском языке. Вот. И они понимали друг друга, сидели целыми днями, говорили. Я не знаю, каким образом. Знаете, вот такой вот парадокс. Да, но это смешно, наверное, но вот что касается времен Советского Союза. Украинские песни пел весь Советский Союз. Ту же «Червону руту», подпевали Мареничем и прочее. Вот. Молдавские песни знали, вот София Ротару пела «Меланхолия», вот, соответственно, все не знали, о чем она поет, все пели «Меланхолию». Вот. Та же ситуация с белорусами была и прочее. То есть, ну, было, да, но не было, никто не ставил какого-то
знака разности, не знаю, между этими языками. Я не говорю, что все было гладко, конечно же, но в 90-е годы, период эмансипации этих государств, вот, когда каждое из этих государств не только получило независимость, но начало говорить о своей отдельной уникальности, вот, мы начали просто постепенно культурно отдаляться друг от друга. Мы перестали понимать, что происходит в творческом процессе друг друга. Вот мы перестали читать книги друг друга, там, издавать книги друг друга или там, смотреть фильмы друг друга. Вот, в Казахстане там, и в других там, бывших республиках снимались фильмы, чудесные фильмы. Их отправляли на фестивали. Но мы что не знали, что у нас происходит. Более того, вы знаете, на самом деле была ситуация в 90-е годы, когда в Запорожье издавалась книга какая-то, во Львове не знали о том, что она вышла. Вот, то есть вот такая была полная раздробленность. И постепенно мы дошли до того, что в принципе мы начали просто, выросли поколения, для которых, которые не знали тех советских времен, вот, и которые воспринимают все те государства, которые раньше составляли единое государство, единый союз, они воспринимают их как чужое пространство, как пространство, которое не имеет никакого отношения к нам, например, или там, к другому государству. Это происходит во многих бывших республиках. Так, вопросы из сообщества YouTube. Оксана, будет ли встреча Путина и Трампа в Пекине? Неизвестно пока. Пока что многие на это надеются, но не подтверждает ни одна сторона эту встречу, возможность этой встречи. Сегодня Песков опроверг, сказал, что ему ничего не известно, что на самом деле, опять же, у него работа такая, чтобы опровергать. Вот. А будет или не будет, я думаю, это станет понятно уже ближе к середине мая. В конце апреля он короля принимает у себя. Да. Карла. Он выступает в Конгрессе, историческое событие. Елизавета там в 90-х, по-моему, в общем, бог знает когда, впервые британский монарх выступил перед Конгрессом тогда. А вот сейчас Чарльз или Карл II. Он третий, а так по выступлению будет второй. Слова Буданова про УПЦ для слуха приятно и даже звучат трезво, пишет пользователь, но зная украинский политикум, ищешь подвох. Кроме борьбы за голоса русскоязычных и православных на возможной имитации выборов, какие еще могут быть варианты и какая цена этим словам? Исключительно озвучивание американской повестки. Американцы неоднократно говорили Зеленскому о том, что вопрос религиозных свобод, языковых свобод, свобод для национальных меньшинств является важнейшим при заключении мирного договора. Зеленский это игнорирует. Кстати, в 28 пунктах, которые были согласованы в Анкоридже, вопрос УПЦ существует. В 20 пунктах, до которых Зеленский пытался сократить количество вот этих вот тезисов, на основе которых возможен мирный договор, этот пункт отсутствует. Буданов фактически показывает, что он является тем человеком, который готов защищать ту повестку, которая изначально была предложена Украине Соединенными Штатами. Угу. Добрый вечер, Александр, Константин. Как по-вашему, после оккупации всего Донбасса позволит ли Запад Зеленскому спрыгнуть с войны или заставить воевать до последнего украинца? Смотрите, дело в том, что, опять же, Запад на сегодняшний день неоднороден. Соединенные Штаты отдельно, европейские государства отдельно. Европейские государства надстаивают, сегодня крупные европейские государства, в частности Германия, Великобритания и Франция, настаивают на том, чтобы Зеленский продолжал войну. Следующий вопрос вот такой. Добрый вечер. Вопрос Алексей задает. Понятно, что конфликт на Украине – это любимая война для Британии, Германии и Франции. А какую выгоду получают такие страны, как Норвегия, Италия и так далее, пуская на свою паперть Зеленского? Каждое из этих государств на сегодняшний день является, опять же, не до конца суверенным, поскольку европейские государства, и не только члены Европейского Союза, но и Норвегия и так далее, они являются заложниками транснациональных корпораций. Война выгодна не столько Франции, Германии и Британии, сколько выгодно тем транснациональным корпорациям, которые стоят сегодня за правительствами Франции, Германии
Великобритании. Вот. Конкретно, если мы говорим о Германии, это BlackRock. Конкретно, когда мы говорим о Франции или Великобритании, это дом Ротшильдов и прочее. Вот союз этих крупных транснациональных там, монстров, вот, он и является главным заказчиком этой войны. Все остальные правительства на сегодняшний день позиционируются тоже вокруг этих вот именно транснациональных монстров, их интересов, поскольку ни одно европейское государство сегодня не обладает вот полной субъектностью. Время субъектных политиков ушло вместе с 90-ми годами. У меня два вопроса к гостю. Один шуточный. Первый. В конце концов, среди концов, конец найдется наконец. И второй. Исходя из постулата, что человечество движется по спирали, коммунизм проиграл, капитализм подходит к своей черте, что нас ждет на новой ветке истории? Капизм? Смотрите, что касается, начну со второго вопроса. Над этим сегодня бьются все умы человечества, потому что понятное дело, что для начала, если следовать этой логике, необходимо принять во внимание, что именно вот эта теория социальных формаций, вот, исторических формаций, исторический материализм, вот, что он правильный, вот, и так далее. Потому что многие подвергают его сомнению. Второе. Для этого надо пережить как раз именно конец вот этого вот конца истории, который пропагандировал Фукуяма в свое время и который ухватили как догму едва ли не все глобалисты современности. Вот. Третий момент – это то, что необходимо понять, какие продуктивные силы сейчас развиваются. И опять же, то, что мы будем наблюдать, это будет, скорее всего, таким себе миксом разных идеологических течений, разных формаций и так далее. И будет борьба, достаточно серьезная борьба между разными формами самоорганизации. Вот. Обратите внимание на то, что есть сейчас такая недооцененная группа, вот, огромнейшая, десятки миллионов человек, если не миллиарды человек в мире, которая называется прекариат, которые многие называют новым пролетариатом. Вот я думаю, что будущее будет вращаться вокруг вопроса диктатуры прекариата. А что касается первого, конечно же, конец конца настанет, но, как говорят астрофизики, через 4,5 миллиарда лет. Александр Кузнецов интересуется, как будет выглядеть, если все-таки состоится война России и Европы? Вот по-вашему, как выглядеть? Есть несколько вариантов, причем это не не моя мысль, это то, что я слышу в общении с европейскими политиками, экспертами, дипломатами. Вот очень многие считают, что начало войны может быть в Балтийском море. Вот. Балтийское море может стать главным узлом, вокруг которого может начаться конфликт. Это его даже называют «Северная война 2.0». Когда Россию попросту попытаются выбросить из Балтики, не допустить ее в Балтику, поскольку Балтику попытаются превратить во внутреннее море НАТО или того, что останется от НАТО после ухода Соединенных Штатов, и Россия, там будет определенно спровоцирован конфликт, вот, захват корабля какого-нибудь и так далее. И сразу же после этого начинаются боевые действия, причем с ядерным компонентом. Вот не зря и Караганов, и там, кто еще там, ну, Медведев и прочие уже говорят о том, что вот даже конкретные государства называют, по которым будет нанесен ядерный удар со стороны России. Понятное дело, что пока что это только предупреждение и такие превентивные меры. Вот. Второй момент – это то, что многие рассматривают немножко с меньшей долей вероятности, это начало войны в Беларуси, когда некоторые государства НАТО, в частности Польша, Литва, Латвия, могут вторгнуться, и Украина, которая не является государством НАТО, могут вторгнуться в Беларусь. Россия, которая является союзным государством по отношению к Беларуси, понятное дело, она не будет стоять в стороне, и тогда начинается заваруха. То есть два этих сценария рассматриваются как базис. Еще там
половинку сценария я от себя спрошу. Попадалась информация, что Молдова рассматривает вопрос, чтобы отдать под внешнее управление Приднестровье Еврокомиссии. Ну, Ну, это мол, да, этот вопрос поднимается, но вопрос, опять же, Молдова не является членом Евросоюза. Вот, это первый момент. Передача Еврокомиссии, она не может состояться в одностороннем режиме, вот, потому что это может вызвать значительные серьезные опасения, серьезные волнения в самой Молдове. И, скорее всего, это может привести к очень серьезной войне именно в Черноморско-Дунайском регионе. мгм. Следующий вопрос вот такой. Почему никто из блогеров не говорит о том, что в Украине на самом деле идет религиозная война? Иудеев против христиан и демонстрация миноры, символ победы иудеев над христианами, в каждом городе этому доказательство. Христиан умышленно уничтожают на фронте и в тылу, а зеленая иудейская власть ошалела от безнаказанности. Я не сторонник конспирологических теорий. Вот. Не сторонник конспирологических теорий. Я очень люблю Умберто Эко, который предупреждал, что конспирология – это последнее, к чему стоит прибегать. Надо в любом случае искать более логические моменты, вот, которых достаточно в данной ситуации. А подобного рода вещи, там, война иудеев против христиан, война новых хазар против Руси и прочее, это все обсуждается с 90-х годов. С 90-х годов эта тема поднимается, но, извините, пожалуйста, я не сторонник этой концепции. Если была бы возможность, что бы вы изменили в своей жизни, в прошлом своей жизни? Я просто Евгений понимаю, что интересует. ничего невозможно изменить, но, наверное, есть какие-то моменты у каждого в жизни, которые можно было бы откорректировать. У меня есть, конечно же, как и у многих, там целый ряд тех моментов, которые, наверное, сейчас с высоты прожитых лет я, наверное, бы не допускал каких-то ошибок. Вот. Но в целом я понимаю, что изменить ничего нельзя. Жизнь, значительная часть, большая часть моей жизни уже мною прожита, и, соответственно, я этой жизнью доволен. Спасибо за эфиры. Почему разгоняется информация на многих каналах, что Зеленский якобы боится подписывать мирное соглашение и выйти из Донбасса, якобы народ Украины ему этого не простит? Ваше мнение, так ли это? Неужели люди не устали от войны? Это версия, которую запускает сам Зеленский, который говорит о том, что что народ не поймет, народ поднимется, и что сейчас военные пойдут с фронта и прочее. Извините, пожалуйста, в любой ситуации существуют те, которые за подписание, те, которые против подписания мирного договора, за те условия или против тех или иных условий. Но для этого существуют определенные гаранты. Вот. Один из элементов гарантий для Украины может быть именно недопущение определенных действий или же недопущение смуты, которая может наступить в случае там, подписания. Тем более, что те, которые будут выступать за продолжение войны, будут в меньшинстве, в полном меньшинстве. Вот, в любой войне первыми, кто поддерживает мирные договоренности, первыми, кто готов сложить оружие, являются военные. Так показывает история. Военные всегда первые. Вторые это дипломаты, третьи это политики. Политики в последнюю очередь. Константин, замечаете ли вы, что украинская историография из-за активного переписывания истории, многочисленных фейков, манипуляций себя дискредитировала, превратилась в фолк-хистори, а словосочетание «украинский историк» становится оксюмороном? Смотрите, украинские историки – это же тоже абсолютно разные люди. У меня есть большое количество друзей-историков, которые исследуют историю тщательно, например, сидят над документами 16-17 веков, вот, тщательно изучают там некоторые моменты, которые связаны с деятельностью торговых гильдий и так далее там, в отдельно взятых городах, или история там, магдебургского права в каком-нибудь городе, или же какие-то другие там узкие темы. Вот. Их имена известны практически только специалистам. Они принимают участие в конференциях, в семинарах, да. Вот. Они живут за очень небольшие деньги, там, значит, которые может заплатить им Академия наук. Но
Вот. Они делают историю, это их призвание. Есть историки, которые пишут концепции. Вот, историки, тот же Плохий, тот же Грицак, вот, тот же там, из концептуалистов я могу назвать вот, из других, там, того же Касьянова и прочих там, людей, которых я уважаю. Там. У каждого из них свое мнение. Я могу не соглашаться с их мнением, но они пишут концепцию на основе как раз именно тех книг, которые, или же тех работ, которые написали другие историки уже, или же на основе тех материалов, которые им известны. А есть псевдоисторики, крикуны, которые, в принципе, вот, выдают себя за историков, вот, которых обсуждают, которые к исторической науке не имеют никакого отношения. Но таковыми пытаются себя представить, которые не понимают, что такое историческая методика или методология, которые не понимают, как проводится методология исследования, что такое историософия. Они этого не понимают, но они считают, что вот они сейчас какую-то суперсенсационную вещь напишут, все ахнут, вот, о древности украинцев там, и прочее. Вот, они на виду. Но извините, пожалуйста, и во многих других странах, в том числе постсоветского пространства, таких людей достаточно. Вот. Я очень хорошо считаю, что я очень хорошо разбираюсь в том, что происходит, например, в российской историографии. Вот. Там же тоже есть шикарнейшие, солиднейшие историки. Вот. Солиднейшие историки, перед которыми я преклоняю голову. Вот. И, соответственно, я жду с нетерпением каждой книги, например, Сергея Белякова. Вот. И так далее. Вот. Но и могу называть сейчас тот же Алексей Миллер, против которого введены сейчас санкции в Украине, блестящий историк. Вот. Но если мы возьмем, то у нас просто на поверхность выносят там большое количество каких-то людей, которые начинают там говорить о войне русов с Китаем в VII веке, VIII веке или VIII тысячелетии до нашей эры, об Арктагее там, и прочую муть, о древнеславянских ведах, вот, и прочее. Ну, извините, пожалуйста, но все-таки давайте говорить о историках, а не о псевдоисториках. Людмила, здравствуйте. Константин, проводя исторические параллели, вы сравнили когда-то ситуацию в Украине с поведением Зеленского с закатом Третьего рейха. Можете раскрыть эту тему более конкретно? Спасибо, берегите себя. Ну, смотрите, неудача на фронте, я имел в виду, неудача на фронте, далее, соответственно, проблемы с союзниками, вот, проблемы с ресурсами, очень серьезные проблемы с ресурсами, необходимость прибегнуть к тому, чтобы фактически в качестве ресурсной базы уже использовать стариков и детей вот, в Третьем рейхе. Неуемная уверенность, фанатическая уверенность Гитлера, а также Зеленского в том, что что наступит какое-то чудо и они победят, это все где-то их сближает. Понятное дело, что здесь нельзя ставить знак равенства между двумя режимами, полный знак равенства. Любая историческая аналогия является натянутой. Чат трансляции давайте подключим. Ой, улетают вопросы, вопросов много. Значит, так. Эпштейн, башни-близнецы тоже конспирология, по-вашему? Смотрите, есть факт. Башни-близнецы, Эпштейн и так далее. Вот. Есть следствие того, что произошло. Вот. Для того, чтобы сказать, конспирология, не конспирология, мы должны обладать всей полнотой документов, всей полнотой знаний. До тех пор, пока мы не обладаем вот этой полнотой, любые тезисы, а вот обратите внимание, что это все неспроста, что это вот один, другой, третий аргумент, что так просто они на голом месте не совпадают, не могут совпасть. Вот. Это все на самом деле является, опять же, элементами конспирологии, потому что мы выстраиваем гипотезу в таком случае, которая не имеет дополнительных обоснований, документальных, материальных и прочих. Так, хорошо. Вот такой вопрос из чата трансляции. Что будет, если Россия предложит каждому сдавшемуся в плен украинцу гражданство и 3,5 миллиона подъемных? Не проще купить Украину? Владимир интересуется. Будет проблема для национальной безопасности России. Вот. Понимаете, сколько людей будут направлены украинскими спецслужбами вот, получать гражданство и получать деньги. Значит,
Ну, это да. Так, Саша, как на Украине с последствиями ковида? Да все забыли о ковиде. Ну, какой ковид? Правда? А А, что был ковид когда-то? ну, это да. Ну, Да. Вы значит, знаете, в феврале 22 года многие так грустно шутили, что за один день Путин вылечил всю планету от ковида. значит, добрый Игорь пишет. Добрый день, Константин Петрович. Россия совершила агрессию против Украины, ее исключили со всех спортивных соревнований. США напал на Иран, США тоже исключат со всех соревнований, включая чемпионат мира по футболу? Ну, что позволено Юпитеру, знаете ли, вот, и так далее. Вот. Понятное дело, что тогда была определенная позиция Запада. Запад задает тон в этих играх. Эти игры контролируются тотально западными структурами. Вот, и, соответственно, таким образом Россию хотели наказать, показательно наказать. Вот. Но что касается Соединенных Штатов это сами часть Запада, западной цивилизации. И здесь сейчас, когда мы наблюдаем раскол Запада, когда мы видим противостояние, Трамп чудесно понимает, что никто Соединенные Штаты исключать не будет, наказывать не будет. Поэтому и начинает проявляться вот это вот правило. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вопрос. Украина победила нацизм, а руина победила Украину. Украины больше нет. Почему так произошло? Это очень, скажем так, притянуто за уши, именно так подтягивать все. Украина была частью той силы, той цивилизации, которая победила нацизм. Это первый момент. Что касается нынешней ситуации, Украина стала заложником. Фактически Украина даже не заметила, как она попала в сети к тем, кто использовал Украину исключительно как наживку в большой игре. Вот такой вопрос. Если Венгрия снимет вето с выделения кредита Украине, то может ли Россия сама перекрыть нефтепровод «Дружба» или самой Вот. России это невыгодно? Может, теоретически может. Хотя это и невыгодно России. С экономической точки зрения, но в России не всегда руководствуются экономическими показателями или же моментами. Санек спрашивает. Добрый вечер. Учитывая риторику, траекторию мысли и манипуляции, можно ли назвать Михаила Че современным латентным пропагандистом власти? Это кого? Словацкого политолога. Это... Вы даже не знаете. Господи. Вы не знаете Чаплыгу. Хорошо, Боже, следующий вопрос. Я понял, да. Да нет, на самом деле, вы знаете, я понял. А теперь до меня дошло, да, так что, вот, да, извините, ну, вы знаете, у него свои взгляды, своя концепция, своя позиция. Во многом мы не сходимся, очень во многом, но это его право, вот, его право выражать свои мысли. Мы даже заочно с ним не дискутируем. У него есть своя аудитория, у него есть свои сторонники. Вот, ну, опять же, какие методы он использует, это уже вопрос к нему. Вопрос. Константин Петрович, за кого из известных вам граждан Украины вы проголосовали бы? Как за президента? К сожалению, пока что я не вижу этих граждан, за которых я готов был бы отдать свой голос. Вот, пока что не вижу их, потому что понимаю, что есть большое количество ограничений. Есть большое количество ограничений в том плане, что значительная часть людей сегодня выехали, а украинское законодательство запрещает, например, голосовать за тех, кто не жил в Украине на протяжении последних 10 лет. Вот. Так что, знаете, как-то мне все ближе среда политических иммигрантов. Вопрос. Как вы думаете, война закончится в этом году? Ой, очень бы хотелось, но я в самом начале нашей передачи сказал, что боюсь, что мы не увидим этого.
Здравствуйте. Будет ли в ближайшее время, 10 лет, конфликт на Дальнем Востоке между КНР, обе Кореи и Япония, если верить словам Японии о милитаризме против КНР, сказанное в ноябре 25-го? И действия России какие на этом фоне? Я не вижу пока что каких-то действий, которые мы могли бы привести или же какие-то тенденции, которые могли бы в течение ближайших 10 лет привести к серьезному пассионарному взрыву. Там, не только военному, а вообще пассионарному взрыву. Потому что каждое из этих государств ведет свою там, политику. Даже КНДР. Даже КНДР, несмотря на такую наглость там, показную и так далее, ведет свою такую, можно сказать, спокойную деятельность в определенном русле. Китай пытаются каким-то образом спровоцировать на войну с Тайванем. Вот Японию пытаются милитаризировать вопреки договоренностям после Второй мировой войны. Опять же, я не вижу каких-то предпосылок сегодня, вот, если мы говорим о перспективах 10 лет. Но мы живем в динамичном мире, если что-то поменяется, то мы увидим эти предпосылки. Так, вот такой вот еще вопрос от Лины Востроиловой. Главная задачка на века коллективного Запада – это Россия? Да. Россия слишком велика, у России слишком много природных ресурсов. Вот. Запад катастрофически зависим от внешних ресурсов, поэтому они не видят, где взять эти ресурсы, кроме как в России. Для этого им необходимо уничтожить Россию как государство. Ага, значит, в общем, будет ли Россия, будет ли Одесса в России? Путин всегда гнет свою линию, пишет Александр. Ну, Что вы... знаете, это вот, maybe, как говорят, знаете, вот это потому что на самом деле слишком много условий для этого. Я практически каждый день слышу о том, что Путин скоро будет в Одессе. Но я не вижу для этого никаких предпосылок. Так, вопрос, если США или Европа начнут раздавать наемникам паспорта и гражданство, и доллары, и евро, сколько на Украине окажется наемников из Латинской Америки? Так в Украине достаточно много наемников из Латинской Америки. А сегодня вообще вот оплакивают погибшего наемника из Шри-Ланки. Вот как раз прочитал, вот, приехал из Шри-Ланки, воевал за интересы Украины, погиб, попросил, чтобы его похоронили на Волыни. Вот. Так что, ну, извините, это вот, с одной стороны трагедия, а с другой стороны, да, вот что касается, знаете, трагикомедия скорее. Вот. А сколько колумбийцев воюет в составе вооруженных сил Украины? Ну, это же не секрет на самом деле. Сергей, вопрос по версии историка Ключевского. Первый великорос Андрей Боголюбский. А кто первый малорос? Украинец. Тот же Ключевский говорил о том, что малоросы, что в России, что на Руси во времена киевских князей говорили на малороссийском наречии, да, на языке, который был близок малоросам, к малороссийскому. Ну, это он скорее так для отмазки сказал. Его концепции, его очень многие концепции, они созданы для определенного удержания внимания публики. Ключевский читал лекции, вот, готовил свои труды как раз именно в виде определенных лекций. Очень много было у него определенных достаточно сильных пассажей, вот, которыми он компенсировал определенные проблемы с его речью. Ключевский немного заикался. Вот, но его благодаря вот этим вот именно характеристикам, первый великорос и так далее, так вот, на его лекции приходили сотни людей просто, чтобы послушать изложение Ключевского. Константин Петрович, вы не знаете, куда пропал Джангиров? Опять на его канале с Нового года ничего не появляется. Честно не знаю. Вот у меня с ним нет сейчас связи, к сожалению. Будем надеяться, что у него все хорошо. Мгм. Михаил задает крамольный вопрос. Крамольный. Почему Путин качает русскую нефть через Украину, которая попадает на НПЗ в Кременчуге, топливом, заправляют танки «Хаймерсы» ВСУ, которые убивают русских, потому что они тоже стреляют в ответ?
это парадоксы войны. Почему, например, я постоянно привожу этот пример. Почему во время русско-японской войны 1904-1905 годов вот, в Тихом океане российский флот вот, весь ходил благодаря японскому углю. Японцы поставляли уголь. Почему во время Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты и Германия находились в состоянии войны, почему Соединенные Штаты закупали двигатели для своих самолетов у БМВ? Мгм. Вот. То есть это война, знаете, есть определенные неписанные законы войны, когда экономика живет своей жизнью. Ваше отношение к запрету Telegram в России? Сейчас активно блокируют VPN и тому подобное. Зачем это делает российская власть? Сила это или слабость? Я всегда был сторонником любого запрета, который касается информационной сферы. Вот, любого запрета. Вот, потому что запрещать, а что не запрещать, должен принимать для себя решение сам человек. Конечно же, если это не является пропагандой там, педофилии, порнографии там, или же любых других там, насилия, терроризма и всего прочего. Вот. Но в этом отношении, я думаю, что необходимо вести определенную просветительскую работу, а не блокировать все под корень. Так, Александр, добрый вечер. Вопрос гостю от Евгения. Депортация украинцев из Германии означает геноцид украинского народа? Ну, еще нет депортации, потому что, по большому счету, сейчас речь идет о том, что высказал пожелание Зеленский, Мерц сказал о том, что вот мы подумаем, каким образом пойти навстречу Зеленскому. Да, пока что еще не предложен механизм, и непонятно, будет ли он предложен в целом. Что касается геноцида, это конкретные действия, направленные на сознательное уничтожение тех или иных групп населения. Вот, когда-то историки будут спорить в зависимости от количества жертв, от уровня смертности и так далее, тех, кто был депортирован, и в зависимости от политической конъюнктуры, которая тогда наступит. Зачем Европе финансировать структуру ТЦК? Поймали, побили, кто в Украине, кто в бегах, кто лесом в Европу, деньги, отлов, учебку на ветер, если можно просто всех отпустить и набрать наемников. Так в том-то и дело. Но, извините, дело в том, что наемники – это дорого. Наемнику всегда надо платить. Наемники очень часто… Сколько таких было случаев, которые описывались, в том числе в украинских СМИ уже сейчас, что наемников выводят на позиции, они говорят, когда начинают стрелять, они говорят, мы так не договаривались вообще-то, и начинают сваливать оттуда. Особенно американцы, которые приезжали в качестве наемников, говорили, мы столько войн прошли, а первый раз слышим, как пули свистят. Ну вот, это опасно. И понятное дело, что наемники – это крайне неэффективно. Плюс ко всему, собственному мобилизованному можно не платить месяцами, вот, там, или же произвол определенный относительно него продемонстрировать со стороны офицеров. Что касается наемника, это здесь уже сложнее. Вопрос Константину. Когда, по его мнению, был последний конфликт за интересы народов стран, а не только элит этих стран? Ой, вы знаете, на самом деле очень сложно сказать, потому что на самом деле любая война, она подается как именно народное дело в интересах народов. Но мы же понимаем, что любая война, она ведется, как говорил классик, значит, между людьми, которые не знают друг друга, вот, в интересах тех людей, которые очень хорошо знают друг друга. Ну, это потрясающий вопрос. Мне так нравится, слушайте. Игорь, а с кем вы бухали из украинских политиков известных? Это Игорь спрашивает, да? Угу. Можно я не буду отвечать? Да, можно я не буду отвечать, чтобы не компрометировать этих политиков. Нет, Но поверьте… Тут же форма вопроса. Тут форма вопроса. Не просто там выпивали. Бухали. С кем, Кость Петрович? Бывало всякое, скажу так, бывало всякое.
И с очень разными людьми. Ну, давайте вот такой финальный вопрос. Я небольшой сторонник вообще выпивок, но если надо, знаете, иногда работа политического консультанта предвидит в том числе и вот, необходимость разделить Ну, трапезу. надо же внушать внушение, да, почему нет? Вопрос гостю, финальный давайте. Нужно ли больше времени вопросам чат-трансляции уделять, а? Ну, это уже вопрос вопрос к зрителям. Если у кого-то есть еще терпение слушать нас дольше, чем 1,5 часа, то... Да, друзья, значит, это хороший повод напомнить всем, что у Кости Бондаренко есть YouTube-канал, переходите, интересуйтесь, подписывайтесь, там есть конкретная вот такая вот прям конкретные эфиры с ответами на ваши вопросы, поэтому не пропустите и следите за обновлениями на телеграм-канале Константина Петровича. Константин Петрович, благодарю. Спасибо большое, это как раз сегодня мне пришла порция из 25 новых вопросов, вот, и я, соответственно, завтра собираюсь записать ответы на эти вопросы, так что милости просим. Друзья, спасибо большое за то, что были с нами. Константин Петрович, спасибо за время и мысли. И вам спасибо. До новых встреч. Берегите себя. Добра и света.